Начнем с самых простых проводов. Команда Sweep позволяет делать тела по профилям поперечного сечения, направленным по рельсам. Сам профиль может лежать на плоскости или висеть на кривой. Результат будет один и тот же. Если профиль лежит на плоскости, важно, чтобы он не заходил в пределы сплайна и был копланарным мировым осям. Вы можете использовать несколько профилей, главное положить их слева направо или разместить вдоль сплайна. Sweep также работает с историей, это нам поможет в дальнейшем. Этого достаточно для понимания того, как строить простейший провод. Теперь нам нужно рассмотреть метод Orientation Picker. Этот метод, в котором пользователь сначала выбирает точку в сцене, а после вторым шагом может откорректировать направление или положение точки. У этого метода три типа поведения, будь то точка, вектор сплайна или нормаль плоскости. Суть будет одна и та же, но принцип разный. Для точки Orientation Picker будет снэпиться к любой точке, а ориентацию будет брать из учета C-плейна. Для сплайна Orientation Picker будет ориентироваться по Y вверх по вектору касательной, но направление X+ будет зависеть от угла и положения камеры во вьюпорте относительно точки касательной. Если зажать Shift, то Orientation Picker примет ориентацию C-плейна. Для плоскости Orientation Picker будет ориентироваться по нормали плоскости и ее UV. Если зажать Shift, то Orientation Picker зафиксирует направление ориентации к последней зафиксированной нормали, тем самым позволяя использовать ориентацию для дальнейших манипуляций. Теперь, понимая, как работает Sweep и Orientation Picker, мы можем переходить дальше к скрипту Wire. Wire работает следующим образом. Сначала выбирается вектор Orientation Picker для первой точки провода, далее выбирается второй вектор. С учетом этих двух точек и их ориентации создается сам провод. Принцип построения настраиваемый. Первое, что настраивается, это тип касательный. От тангента G0 до G3. Натяжение кривой, радиус кривой, а также параметр Overlap. Это проникновение внутрь модели, чтобы было удобнее делать булины. И последний параметр получить кривую. Он самый важный, он даст нам контролируемый сплайн. Скрипт Wire2 работает точно так же, только в самом начале необходимо указать профиль нового провода. Теперь, создав провода, нам нужно забрать профиль и удалить тело провода. Потом выбрать профиль окружности и рельсу, создаем Sweep. Теперь у нас есть возможность редактировать провод. Важным моментом являются начальные точки сплайна. Чем их больше, тем перпендикулярнее будет ваш провод к точке касания. Дальше мы рассмотрим технику нескольких проводов в одной связке. Мы используем скрипт Wire, создадим только кривую провода от нужных нам векторов. Для этого диаметр выставляем 0. Получив сплайн, мы применим скрипт Unwrap, чтобы получить прямую с длиной равную проводу. Далее мы можем создать несколько копий провода вокруг прямой и переплести их между собой. Можно вручную, можно командой Twist. Полученный пучок проводов с помощью команды Loft проецируем на кривую. Далее Shift-R выделит последний созданный объект. Включим им историю. Теперь у вас есть полностью контролируемый провод.
Можно еще сделать ребилд оригинальных кривых, чтобы уменьшить количество точек на кривой. Последнее — это концы провода. Также провода можно сделать с помощью меша. Берем два произвольных коннектора, строим куб от первой точки первого коннектора до второй точки второго коннектора. Далее этот же куб смещаем экструдом стенки до второй точки первого коннектора, а также до второй точки второго коннектора. Потом мы выделяем грани куба, копируем их, каждую кривую скругляем, потом rebuild, и у нас все готово. Также можно делать плоские шины проводов. Для этого мы можем сделать простой провод, взять его грань, одну единственную, и применить команду pipe. Повторить так несколько раз. Потом обрезать концы. И применить филет к месту стыков.